Приветствую всех на канале Первая Раковая ТВ. И сегодня у нас на обзоре новинка от компании Nvidia RTX 3050 в исполнении Zotac, версия Twin Edge OC. Но прежде чем начнем, не забудьте подписаться на канал и поставить этому видео лайк, ведь это мотивирует делать больше интересных видео для вас. Немножко предыстории. В рамках выставки CES 2022, проходившей в начале января, Nvidia анонсирует новую бюджетную видеокарту семейства Ampere GeForce RTX 3050. Представители Nvidia обещают производительность в районе 60 FPS в современных играх в разрешении Full HD, но это мы еще проверим. Старт продаж назначается на 27 января с рекомендованной стоимостью в Штатах в $249, что на $80 дешевле RTX 3060, ранее занимавшая нишу самой бюджетной видеокарты семейства Ampere. В России рекомендованную цену установили на отметке в 24 900 рублей. И, как ни странно, в DNS даже продавались видеокарты с ценой близкой к рекомендованной. Но вот хоть Nvidia и обещали, что отгрузили видеокарт очень много и всем хватит, спойлер, не хватило. И видимо прям сильно не хватило, народ прям на старте продаж опустил рейтинг видеокарт до единицы и пошел на Авито бороться с перекупами. Мы тоже пытались купить видеокарту на старте продаж в DNS, но не фартануло. И тут на помощь пришел нам всеми известный немецкий магазин, где без особых усилий удалось купить RTX 3050 от компании Zotac в исполнении Twin Edge OC. А вот собственно и она. Видеокарта поставляется в картонной коробке, на лицевой стороне которой изображен логотип компании Zotac. На тыльной стороне мы найдем описание ключевых особенностей и технических характеристик. А пока достаю видеокарту, напомню, что это самая дешевая видеокарта семейства Ampere. Это я к тому, что кроме видеокарты и макулатуры в коробке мы скорее всего больше ничего не найдем. Но сейчас проверим. Заглядываю внутрь коробки, и по традиции первое, что мы видим, это мануал, начиная от инструкций и заканчивая рекламой Zotac. Откладываем все это дело в сторону и достаем видеокарту. Zotac RTX 3050 Twin Edge OC представляет собой компактную двухвентиляторную видеокарту с габаритными размерами 224 на 116 на 39 и весом 607 грамм. При установке данная видеокарта займет два слота расширений. Дизайн не нов. Точно то же самое мы могли встретить на RTX 3060. На более дорогих видеокартах серии Twin Edge дизайн отличается более сочными цветами и наличием RGB подсветки. В нашем же случае Zotac намекают, что вы купили бюджетную видеокарту. Цвета блеклые, подсветки нет. По поводу последней не уверен, что это минус. На некоторых моделях подсветка сделана так, что лучше бы никакой, чем такая. Задняя часть видеокарты представлена металлическим бэкплейтом с декоративными вырезами по центру. Бэкплейт несет в себе защитные и декоративные функции. В системе охлаждения никак не задействован. Нравится дизайн или нет, решать вам. Меня, наверное, только смущает несимметричная правая грань видеокарты. А так, довольно симпатично. В Zotac RTX 3050 Twin Edge OC используется система охлаждения Ice Storm 2.0. Ее конструкция основана на широком алюминиевом радиаторе и пронизывающем его тремя медными тепловыми трубками. Из интересного, в основном теплотрубки располагают вдоль видеокарты. В Zotac сделали поперек и уверяют, что так увеличился теплоотвод от графического процессора. Во главе всей системы охлаждения стоят два 80-мм вентилятора, покрывающих практически все пространство видеокарты. Они обеспечивают равномерное охлаждение, а также большой поток воздуха даже при низких оборотах. Как можете видеть, радиатор отводит тепло не только с графического процессора, но и с помощью термопрокладок от чипов памяти и подсистемы питания. Раз уж заговорили о GPU, в RTX 3050 используется графический процессор J106, построенный на архитектуре Ampere с применением техпроцесса 8 нанометров. J106 чип не новый, ранее он использовался в RTX 3060, но в 3050 стоит его урезанная версия.
Полная версия графического процессора J106 состоит из трех укрупненных кластеров GPC, которые в сумме содержат 3840 потоковых CUDA ядер, 30 RT ядер второго поколения и 120 тензорных ядер третьего поколения. Подсистема питания включает 6 32-битных контроллеров памяти, что дает 192 бита в целом. В RTX 3050 используется урезанная на треть версия графического процессора J106, в котором отключен один GPC и пара 32-битных контроллеров памяти вместе с частью L2 кэша. А вот линии PCI-Express 4.0 X16 урезали уже ровно наполовину. Но несмотря на то, что чип урезан, он все еще несет все возможности архитектуры Ampere. Так впервые в серию с индексом 50 приходит аппаратная трассировка лучей и тензорные ядра с DLSS. Насколько это актуально в бюджетном сегменте, обязательно проверим в тестах. Подсистема памяти RTX 3050 построена на 4 чипах GDDR6 памяти по 2 ГБ каждый, что в сумме дает 8 ГБ памяти, подключенных к 128-битной шине. Работает память на эффективной частоте в 14 ГГц. Видеокарта новая и, разумеется, на гарантии, поэтому скрывать не будем. Хозяин, любезно предоставивший данную видеокарту на обзор, не сильно горит желанием слететь с гарантией, при том, что здесь она составляет 3 года плюс 2 года при регистрации продукта, итого 5 лет. Но я вам с 90% вероятностью могу сказать, что плата является практически точной копией платы, используемой в RTX 3060. Та же в свою очередь является копией RTX 3060 Ti. Убрали пару фаз питания, пару банок памяти, установили отбракованные чипы и вуаля, RTX 3050 готова. Поэтому все, кто хотят ознакомиться с элементной базой новой RTX 3050, могут смело идти в интернет и искать обзоры с разбором элементной базы RTX 3060. Отличий будет немного. Питание на видеокарту подается через один 8-контактный разъем питания. Потребляемая мощность видеокарты составляет до 130 Вт. Видеовыходы представлены тремя портами DisplayPort версии 1.4a и одним портом HDMI версии 2.1. Переходим к тестам. Для начала замерим уровень шума. Фоновый уровень шума составляет 37 дБ. Вертушки на видеокарте стоят. Раскручиваем до 25%. Уровень шума поднимается до 39 дБ. Далее 50%. Уровень шума поднимается уже до 45 дБ. 75% уровень шума 51 дБ. Ну и максимум 100% с уровнем шума 56 дБ. По итогу получается вот такой график. Ну и забегу немножко вперед. Прогнав тесты в играх, максимально вертушки раскручивались до 46% от своей мощности. Температура в этот момент составляла 67 градусов. Переходим к игровым тестам. Тестировать будем в двух разрешениях. Это Full HD и Quad HD с включенным и выключенным DLSS, а также DLSS в паре с Ray Tracing, если он присутствует в игре. Начнем с игр, в которых отсутствует DLSS и Ray Tracing. Это у нас Forza Horizon 5 и Assassin's Creed Valhalla. Настройки максимальные. Далее игры с поддержкой DLSS, но пока без RTX. Новинка God of War. Настройки максимальные. DLSS в режиме баланс. Следующая игра Horizon Zero Dawn. Настройки максимальные. DLSS в режиме баланс.
Red Dead Redemption 2. Настройки максимальные. DLSS в режиме авто. Ну вот и дошли до игр с рейтрейсингом. Игра, получившая поддержку RTX, одной из первых, Shadow of Tomb Raider. Настройки максимальные. Cyberpunk 2077. Настройки максимальные. DLSS в режиме баланс. Watch Dogs Legion. Настройки максимальные. DLSS в режиме баланс. Подведем итог. Zotac RTX 3050 Twin Edge OC – это отличная бюджетная новинка, имеющая достаточный запас памяти для современных игр. Она достаточно компактна и в то же время позволит поиграть во все недавно вышедшие игры на ультра настройках в разрешении Full HD. Но иногда качество картинки все же придется немножко снизить. Также порадовал уровень шума данной видеокарты. По моим ощущениям, находясь во время тестов в полуметре от видеокарты, я ее вообще не слышал. Но от чего точно наворачиваются слезы, так это от цены. Данный экземпляр был куплен за 33 тысячи, плюс доставка, таможенный платеж и все остальное. В итоге обошлось в районе 40 тысяч рублей. Для бюджетной видеокарты дороговато. Но куда деваться, сейчас такие времена. На этом данный обзор подходит к концу. Пишите в комментариях, что вы думаете о конкретно этой модели и о линейке RTX 3050 в целом. А также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и до новых встреч!